Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание нашей кухне и поговорим о том, что обязательно нужно держать и иметь на нашей кухне для того, чтобы привлечь деньги и удачу. Обращаем внимание наших слушателей, наших гостей и подписчиков канала, что эта информация будет полезна для любой кухни, вне зависимости от того, живете вы в малоквартирной или вы живете в частном доме. Обратите внимание на те и иные моменты, секреты для того, чтобы правильно все-таки было у вас в доме. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии, чтобы у них также присутствовала энергия денег и удачи в их жизни. Кухня, знаете, является сердцем любого дома, и потому кухню всегда нужно обустраивать так, чтобы она привлекала только положительные энергии. Потому что на здоровье семьи и ее богатство напрямую влияет именно состояние энергии на кухне. И кухня является одной из самых важных комнат в доме или квартиры. Поэтому от ее расположения, от обстановки зависит не только атмосфера всего дома, но и благополучие всех домочадцев. Обращаем ваше внимание, что кухню ни в коем случае не нужно, чтобы она располагалась рядом с входной дверью, потому что это может привести к скоплению в ней негативной энергетики, а это, в свою очередь, может стать причиной плохого усвоения пищи. И лучший вариант для расположения кухни – это вторая часть дома. Однако, конечно, не всегда от нас зависит то, где будет располагаться наша кухня. Если в вашем доме или квартире она находится прямо рядом с входом, то не стоит расстраиваться. Вы можете сгладить эту негативную атмосферу этого места. Что мы для этого делаем? Мы должны повесить на дверь кухни занавеску или что-то яркое, что может забрать на себя все внимание. Цвета для кухни, конечно же, отличаются разнообразием, однако самый оптимальный цвет для кухни – это белый. Кроме него подходят цвета светлых и холодных оттенков. Это голубой, это салатовый, серый. Поэтому на кухне стоит избегать следующих цветов. Это красного, оранжевого и розового. Оттенки этих цветов могут стать причиной ссор и конфликтов в вашем доме. Если все ссоры в семье возникают именно на кухне, то оглянитесь вокруг. Может, на вашей кухне преобладают именно эти запрещенные цвета. Расположение мебели на кухне тоже играет немаловажную роль. Потому что при приготовлении пищи хозяйка должна обязательно находиться в доминирующем положении и быть повернутой лицом к двери. Однако в некоторых маленьких кухоньках это не так уж и просто сделать. Однако можно найти выход и из этой ситуации. И мы порекомендуем напротив плиты отделывать так стенку материалами, которые будут отражать именно нашу дверь. В идеале кухня должна быть просторной и светлой. Только в этом случае в ней будет царить уют и атмосфера благополучия. Двери на кухню должны быть широкими и желательно всегда открытыми. И вообще эта комната не должна быть изолирована от всех остальных комнат в доме. Расположение мебели и бытовой техники на кухне должно основываться на правиле треугольника. Другими словами, все необходимые атрибуты кухни – это раковина, это холодильник и плита – должны образовывать визуальный треугольник. Оптимальное расстояние между ними должно составлять не более 2 метров. Помним о том, что плита на нашей кухне олицетворяет богатство и достаток. Поэтому ее нельзя ставить рядом с окном, так как все пары, исходящие от приготовления пищи, будут вылетать через окно. Тем самым и деньги будут уходить из дома.
Обращаем ваше внимание, что холодильник не стоит располагать в южной части кухни. Этот бытовой предмет, помните, это олицетворение холода, и он не может находиться на стороне тепла. Раковину следует всегда держать в порядке. Протекающий кран может стать причиной ваших денежных неудач. Вода будет капать, а вместе с ней будут утекать и ваши деньги. Обращаем ваше внимание, мойка должна также быть металлической, потому что металл вместе с водой образует необычную энергетическую силу, которая сможет оказывать на вас благотворное влияние во время мытья посуды. Потому что вместе с остатками пищи, жиром и грязью будут уходить все невзгоды и весь негатив. И постарайтесь внедрить в кухню жизнь в любом виде. Это могут быть свежие фрукты, расположенные на виду, или, как вариант, растения в горшочке, или даже маленький огород на вашем подоконнике, где вы можете выращивать собственную зелень. Сделайте такие ставочки, например, на шалфей, на кинзу или базилик. Пожалуйста, на своей кухне старайтесь всегда использовать только круглые тарелки, потому что круглая форма тарелок создает самый гармоничный поток энергии, что необходимо для совместного приема пищи с близкими людьми. Помните о том, что именно круглые тарелки способствуют открытому общению между всеми членами семьи в этом доме. Но это не означает, что тарелки именно квадратной, например, формы, они плохие или неподходящие. Например, если в семье гиперактивный ребенок, то будет полезным время от времени использование именно квадратных тарелок, которые замедляют энергию и приземляют человека. Конечно же, постарайтесь и выбирать круглый обеденный стол, потому что круглый обеденный стол предпочтительнее, чем квадратный или прямоугольный стол. Если у вас стол квадратной или прямоугольной формы, позаботьтесь о том, чтобы у каждого члена семьи было свое место за столом. Не нужно садиться на углах стола, так как углы представляют собой ядовитые стрелы, которые направляют негативную энергию на того, кто находится на их траектории. Что же касается картин для кухни, то вы можете использовать сюжеты на картинах, которые должны отражать теплую и уютную атмосферу. Поэтому следует украшать стены изображением, например, влюбленных людей, натюрмортами, красивыми животными, птицами, рыбками. Хорошо отразятся на атмосфере кухни изображения рек, морей, родников, веточек в вазе с водой и все, что связано у нас с водной стихией. Помните о том, что рыбки и вода – это символ изобилия. Поэтому хорошо иметь, например, аквариум на кухне. Он привлечет деньги в вашу семью. Форму аквариума, если у вас большая кухня и вы можете себе позволить, лучше выбирать круглую или прямоугольную. А количество рыбок обязательно нечетное. Выбирайте то, что будет приносить только вам положительные эмоции. Что же касательно штор на кухне, то это также немаловажная деталь. Для оконных проемов следует выбирать занавески, полностью их закрывающие и достигающие пола. Днем они раздвигаются, наши шторы, пропуская в комнату положительную энергетику солнца. А на ночь шторы должны задергиваться, препятствуя темноте за окнами, которая несет неудачу и беды. В разные поры года следует использовать шторы разных цветов. Зимой бежевые, летом розовые, красные, оранжевые, осенью белые, цвет металлик, а вот весной зеленые и бледно-синие. Именно эти цвета несут удачу, здоровье, процветание, счастье и радость всем членам семьи. Модели старайтесь выбирать на кухню по шторам несложные, без каких-либо глубоких складок. Откажитесь от ламбрикенов, от каких-то тяжелых тканей. Хорошим вариантом послужат именно римские шторы. Многослойные, сложного покроя модели, пожалуйста, не используйте. Помним также и о том, что грязная или захламленная кухня создает
застойную и негативную энергию в доме, которая не только мешает вам готовить и наслаждаться здоровой и питательной пищей, но и накапливать деньги в таком доме.